Привет, больше 2 лет я охочусь на редкие модели Hot Wheels. Теперь я более опытный охотник и знаю разные способы, как повысить шанс найти редкую модель. Хочу поделиться с тобой этими способами. С вами мистер Слотос, поехали. Первый способ — просто посмотреть, что есть на полках. Видим премиальные модели, такие разные на любителя. Так, давайте возьмем одну из них и проверим наличие. Знаю, что в этот магазин приехала целая коробка, но как раз об этом попозже. Это у нас будет один из следующих способов, как можно найти Hot Wheels в магазине, сэкономить время. Когда вы взяли модельку, вам надо найти вот такую вот вывеску, проверить цену. Здесь будет монитор, чекаем 270 штук. И также можно посмотреть премки. У премок свой индивидуальный штрих-код, это вам позволяет найти любую премку, от которой у вас есть штрих-код. Соответственно, штрих-коды вы можете найти в группе. Нам выдали коробку, говорят, новая. Я, конечно, в этом сомневаюсь, потому что это как коробка. Видим здесь ТХ-шку, это, конечно, плюс. К сожалению, нам из этой коробки мало что нужно, но у меня есть принцип. А-ля вынесли коробку что-нибудь да возьми. Так, смотрим, что здесь вообще может быть интересного. Мы все вытащили. Ага. Так, вот у нас танк. Увы, обычный. А жаль. Так, для тех, кто думает, что здесь Супра из ТХ, нет, ребят, вот вам Супра, она обычная. Все складываем, короче, все на место ровненько, как все было. Посмотрим, давайте так, беглым взглядом, что здесь вообще есть. И потом надо будет направляться в другой магазин. Опа, вот это могло тоже быть из ТХ. Такую, кстати, мы находили примерно в такой же коробке. Так что, да, ребят, иногда есть смысл такие коробки чекать. Так, ребят, еще у меня чуть-чуть сердце ёкнуло, но, увы, это обычная моделька. Кстати, пару интересных моделей здесь было, так что не зря мы сюда полезли. Вижу, что верхний у нас косой, у него, видите, колесо съехало, поэтому оставляем его тут. И Субарик. Субарик, я думаю, возьмем. Сейчас я вам покажу еще один способ, как вы можете найти СТХ. Вот у нас детский мир. И вот я буквально вчера сюда зашел, вот так посмотрел на эту стоечку, так чуть поковырялся. И вот вам фрагмент видео, как я нахожу эту модельку. Я вот этому проверить не могу. Подошел без камеры и сразу нашел СТХ-шку. Вот там и висела. Так, ну, вот это прикол. Так, вчера зашел сюда на 5 минут буквально, взял СТХ-шку и убежал. Блин, показалось. Было прикольно, да? Вот так отложил бы кто-нибудь. И пару слов по поводу СТХ. Чтобы вам определить, какая модель СТХ, у вас должен быть список. Вы должны понимать, какой перед вами кейс. Вот, допустим, вот вы смотрите на модельки, понимаете, какие здесь. Вот, допустим, этот Бэтмен находите, понимаете, что этот кейс там такой-то. И, соответственно, сразу определяете в голове, что у вас должна быть именно определенная моделька. Соответственно, в этом кейсе вот такая моделька СТХ. И значит, вы обращаете внимание только, ну, если вы только СТХ ищете, вы обращаете внимание на такие модельки и смотрите их внимательнее. Вам не нужно переворачивать каждую модельку и думать о том, что она будет СТХ. Нет, в этом кейсе будет только эта СТХ. Ну и также для профилактики, если вы смотрите, там есть еще какой-то микс другого кейса, тоже обращайте внимание на те модели, потому что вдруг здесь будет 2 кейса смешанных, а вы типа попутали и не ту СТХ, скажем так, искали. Так что обращайте внимание только на те модели, которые именно могут быть СТХ-шными. Это вам сэкономит время. Ребят, полю вам немножко информацию, вот, допустим, про Новосибирск, как раз где мы сейчас находимся. У нас здесь нововведение в остатках. У нас есть, короче, раздел остатки, здесь типа пишется, сколько моделей здесь есть, 723. И теперь у нас есть новая строчка, ребят, вот. Когда было последнее поступление? В этот магазин было последнее поступление 17 дней назад. Соответственно, вы понимаете, насколько здесь свежий кейс. И вот, видите, зелененьким. Зелененьким это значит более-менее актуально. Там 3 дня назад, 5 дней назад. А когда красненьким, это типа, ну, когда уж очень давно были обновления, соответственно, туда не актуально идти. Ребят, произошла небольшая история. У меня знакомый узнал, что я нашел СТХ, загорелся, такой типа сразу, о, я тоже буду собирать, и купил вот эту модельку. Он посчитал, что если она меняет цвет, она редкая. Ребят, прежде чем делать такие действия, начинайте собирать ради того, что она вам нравится, а не ради того, чтобы вы получили сразу наживу. А иначе будете совершать такие ошибки. Ну, либо, если вы хотите прям начиная на этом зарабатывать, либо получать выгоду, то разберитесь в базе. Поймите, на какие модели надо сперва охотиться и так далее и тому подобное.
а потом уже приступайте к делу и скупайте. Небольшая пауза. Ребят, сейчас мы продолжим видео, перенесемся в охоту. Также досматривайте видео до конца, и я объясню нюансы по поводу СТХ. Посмотреть процесс охоты тоже достаточно важно, потому что вы должны понимать, как это происходит. Все, приятного просмотра, продолжаем. Возможно, кто-то не поверил, что я нахожусь в другом городе, поэтому вот вам показываю вокзал. Так, ну а мы направляемся в детский мир, он тут совсем рядом. Посмотрим, что там есть в наличии. Акция также показана, молодцы, вывесили прям дофига, мне кажется, как будто здесь все 100 висит, плюс-минус. Ну да, наверное, все тут и есть. Давайте чекнем вообще, что в наличии. Какие здесь могут быть те самые. Здесь же какие-то отложили. К сожалению, я даже не вижу обычных мейн, которые могли быть СТХ-шные. Походу, везде одно и то же. Да, судя по тому, что я вижу Бэтмена, это плюс-минус один и тот же кейс везде тут. Меня еще просили чекать 10-паки, потому что появились теперь желающие приобрести Red Edition сливу даже в 10-паке. И вроде даже в 20-паке. Так, ну, к сожалению, ее тут нету. Вот это, кстати, прикольная, да, черненькая. Вынесли на пока одну модельку, еще такие вынесли. Там выносили еще куча китайских. Короче, перелопатили же, походу, весь склад. Нашли пока только один матчбокс. Кстати, думаю, наверное, надо взять. Прикольная моделька. Конечно, ее надо будет дорабатывать. Также надо будет сзади повесить номер. Но вообще моделька реально интересная. По наличию там всего лишь там 100 с чем-то. По сути, все модели висят, скорее всего, на вешалке. Потому что реально сейчас акция, им это выгодно. По матчбоксу посмотрели все модели, которые там были. Нашли 2 полицейских, это считаю, что наиболее лучшее. Хотя на самом деле мне на упаковку в принципе без разницы, потому что я буду ее в любом случае открывать и делать кастом. Мы еще пришли в один магазин, проверим, что здесь есть. Это Alexville. По сути, большая сеть в этом городе, поэтому я должен был обязательно прийти туда. Хотя подписчики мне уже сказали, что там ловить типа нечего. Но, ребят, как говорится, доверяй, ну проверяй, да? Так, видим, Hot Wheels здесь висит, причем старенький вперемешку с новеньким. Вот видим, более-менее вот это новенькое. А вот это вот капец старенькая, еще даже на длинной карте. Кстати, вот это у нас ТХ, либо нет, это современная у нас. Это уже не ТХ, это уже обычная. Так, ну, кстати, да, было, наверное, все-таки полезно сюда заехать, посмотреть, что здесь есть вообще, чтобы понимать, какие модели здесь можно ожидать. Короче, здесь, по сути, такая помесь Магнита и детского мира. Лично я это так вижу. Ребят, вот нам вынесли. Смотрим, что это за кейс. Это у нас G-кейс. Либо коробка G-кейса. Говорят, что в Alexville скоро не будет Hot Wheels. Ну, как говорится, в детском мире так тоже говорили. Сами видите, в детском мире сейчас все есть. Поэтому через время проверим, так ли это не так. Может, у них просто сейчас сложные времена с Hot Wheels, как, в принципе, у всех раньше были. Так, ну ничего, мы не расстраиваемся. Мы посмотрели этот магазин. В принципе, прикольно, что здесь можно найти супер какие-то старые мейны. Это классно. Также вынесли коробку, это тоже молодцы. Дальше мы направляемся в детский мир, который находится здесь поблизости. Посмотрим, что в нем есть. Надеюсь, нам повезет, и мы найдем еще одну СТХ-шку. Ребят, что-то я не вижу. Вижу просто кучу технопарка. Технопарк купил Ашан просто. Вот такие модельки, я считаю, крутые у технопарка, но почему вы не сделаете классику? Прям вот маленькую классику. Ну, вон что-то есть подобное. Вот, ребят, ну это же круто. Это прям офигенно. Такую модельку я даже покупал. Вот сделайте такую, пожалуйста, в 1.64 масштабе. Я уверен, все скажут вам спасибо. Я такую, кстати, даже деду подарил. Ну, причем он порадовался сперва, а потом ее слил ребенку. А бате мы нашли на Авито такую же модельку, только она была закастомизирована. Ну, короче, как будто она заржавела, тарилась, там фар не было частично. Ну, короче, выглядело прикольно. И вот батя уже себе оставил эту модельку, которая сделана под старину. Ну, потому что у него как раз была 21 Волга, причем не одна. И
а-ля последние как раз выглядели вот так вот страшно. 0.2 Приора. А, это калина белая. Просто сверху посмотрел, показалось типа одинаковые. И сразу у меня появилась мысля, то, что одна из них может быть чейзом. Вот это, кстати, было бы тоже прикольно. Технопарк. Если вы не в курсе, то вот у Hot Wheels есть такая вот фишечка. У них, допустим, одна модель одного цвета, вторая типа другого. И это типа считается чейз. Вот у вас бы, если бы было так, что, допустим, вот выпускалась бы, допустим, Приора в белом цвете, да, она была бы такая стандартная. И была бы одна из всей этой коробки вот такого цвета. Либо там черная, либо еще какая-нибудь. И отличия были бы в том, что на ней там были бы тоже резиновые колеса, какая-нибудь еще дополнительная штучка. На крайний случай вы можете в мигалке электронику вставить. И, короче, да, я понимаю, одна моделька у вас стоила бы намного дороже, но это была бы как раз охота. Вот это была бы фишечка. И я думаю, многие бы как раз искали бы именно эту модель. И это было бы интересно. Также с такси. У вас у многих моделей есть мигалки. Соответственно, вы можете в чейзовские версии вставлять электронику. Я думаю, это не так сложно. Потому что ребята на Авито даже в Hot Wheels могут вставить электронику. Также, кстати, по поводу такси. Вот накидываем просто идеи на ходу. Вот у вас есть такая безличное такси. Просто шашки сбоку и все. Допустим, сделайте с электроникой и в раскраске Яндекс. Это будет коллаборация с Яндекс и типа очень прикольно выглядит. Заодно это, кстати, будет даже реклама дополнительно Яндекс. Поэтому, может, вам Яндекс еще и дополнительно денег заплатит за это. Так сказать. Если что, ребят, это миллиончик мне переведите. Так, ну вот это тоже прикольно. И нам тут подсказали. Hot Wheels-то, оказывается, тут рядом. Я просто его не замечал. В таких корзинах, конечно, сложно понять, откуда надо начинать. Ребят, часто в комментариях жалуются, ну и в чате жалуются о том, что не выносят коробки. Кстати, матчбокс даже завалялся. И вот вопрос. Хотели бы вы, чтобы опять вернули корзинки такие вот? Чтобы, соответственно, вместо того, чтобы вываливать, ну, вытаскивать коробки со склада, вам просто вываливали их вот так вот. По мне, конечно, это плохо, потому что, видите, вот состояние сразу вот такое вот будет, причем через время, вот это вообще жесть. Я думаю, она здесь просто пару месяцев лежит и уже вот такая вот. Потому что вот так вот перебираете, вы смотрите, что здесь вообще типа есть. Вот еще матчбокс. Перекидываете, она вот так коцается. И ничего с этим не поделаешь. А переложить-то модели надо? Надо. Убираемся к следующей коробке. К сожалению, здесь плюс-минус одно и то же. Там максимум одна модель какая-нибудь прибавляется. Типа такой. Но ничего вообще интересного, к сожалению, нет. Поэтому, ребят, кто есть в Новосибирске, в Ашан можете не заглядывать, если не увидели какую-то модельку сейчас в кадре, которая вам интересна. Ну, если вы что-то увидели, то я думаю, ее тут очень много. Общались с сотрудницей, которая, может быть, что-то знает. Она сказала, что вон там где-то могут быть модельки. Естественно, нам типа их никто не снимет. Мы направляемся в детский мир. Надеюсь, там залутаем что-то интересное. Посмотрим, что нам там вынесут. Конечно, я предвижу, что нам вынесет примерно такую же историю. Но, может, нам повезет. Тут уже больше, ребят, спортивный интерес. Потому что мы ездим специально в детские миры, где большое количество моделей. И видим, что чем больше моделей на складе, тем меньше моделей в зале. Вот это парадокс. Вынесли нам вот такую вот коробищу. Сверху мы, конечно, Hot Wheels не наблюдаем. Ни одной штучки. Полчаса мы ждали, чтобы нам что, вот это вот вынесли. Ужас. В этой коробочке 500 штук. Не верите? А вот сотрудники верят. Как вам такая вот моделька китайская? Так, очередной DeLorean. Просто. У нас это не Новосибирск, а город DeLorean'ов. Ну, к сожалению, понятное дело, что коробка здесь уже лутанная-перелутанная. Это, в принципе, нормально. Потому что, ну, здесь поставка была давно. Мы это видели по базе. Так что это нормально. Блин, вот это я, кстати, думал взять на самом деле. Снять с нее декали. Достаточно прикольная модель выйдет. Фара задняя, конечно, прям жесть.
Ребят, ну давайте теперь перейдем к СТХ. Объясню маленький нюанс. В каждой коробке есть определенные модели СТХ. Например, такая моделька встречается в К-кейсе, который мы, в принципе, в этом видео в основном и смотрели. Соответственно, она может быть там базовой версией мейном, либо СТХ. Соответственно, СТХ встречается, ну типа на плюс-минус 10-15 коробок. Одна СТХ, наверное, встречается. А в других случаях в основном будет мейн-версия. Прискорбно, но это так. Например, если вам попалась другая коробка, в которой должен быть Mercedes СТХ, вот этот вот, то, соответственно, и там будет встречаться мейн-версия. Либо будет мейн-версия, либо СТХ. Ребят, не путаем. Очень редко бывает, что две модели одновременно бывает и мейн, и СТХ. В основном бывает либо СТХ, либо мейн. Также пройдемся дальше. СТХ-версия встречалась не в своей коробке. Такое тоже бывает, видимо, какие-то путаницы и так далее. Такое может быть, но, скорее всего, ребят, там кто-то что-то перепутал. Ну и также, повторюсь, есть СТХ-версия, а есть мейн-версия. Кстати, важно обратить внимание, что на первый взгляд краска может быть похожа, но они все-таки отличаются. Ну и вот эта СТХ тоже. На самом деле, одна из самых сложных СТХ, когда она максимально похожа на мейн. Потому что если вот так их смотреть, не очень бросается в глаза, что нижняя СТХ. Конечно, если прям всматриваться, то да, цвет отличается, но не так явно, как на этой версии, потому что на этой версии вы видите, краска прям другая, она светится, прям классно переливается по сравнению с версией Main. Перед вами коробка, у нее сбоку какие-то буковки, циферки. На первый взгляд непонятно, куда смотреть, но сейчас вам покажу. Вот здесь есть символы. И вам нужен четвертый символ. Нам лично без разницы, что написано на этих трех. Нам главное четвертый символ. По четвертому символу мы определяем, что это за коробка. В данный момент это P-коробка. Соответственно, чтобы понять, какая здесь СТХ, ребят, все очень просто. Вбиваем в поисковом сайте Hot Wheels STH, находим данный сайт, и тут вы можете все увидеть. Вот я нашел, допустим, ту модель, которая должна быть в P-кейсе. Крутая моделька, к сожалению, нам не повезло, мы такую еще не нашли. И таким же образом вы можете еще определять по ТХ. По поводу ТХ. Она всегда есть одна моделька в коробке. Ну, естественно, если коробка не лутанная, либо она не из Китая. По редкости она не считается редкой. Она, по сути, как мейн. Единственное отличие у нее это символ вот этот пламени на самой модельке, где-нибудь расположен, и на коробке. Все, отличия от мейна больше нету. Ценности данная моделька особо не имеет. По факту это обычный мейн. Ее ценность может заключаться в том, что если сама моделька прикольная и всем нужна, то она будет ценной. Если это какая-нибудь фантазийка, то ценность ее будет очень низка. Надеюсь, мы разобрались в базе. Теперь вы понимаете, что вам надо искать Hot Wheels именно в таких упаковках. Да, сокровища встречаются только в таких упаковках, либо на короткой карте, либо на длинной карте. Они не могут встречаться в 10-паках, в 20-паках, в 3-паках, в колорах каких-нибудь и так далее и тому подобное. Не надо заблуждаться и искать их везде. Они только вот в таких вот историях. Соответственно, СТХ-шку мы получили, что я считаю очень круто, потому что, СТХ найти достаточно сложно. Многие охотятся больше 2 лет и не находят ни одну СТХ. Я уверен, что в комментариях будет пару людей таких. Также в этом видео мы приобрели Subaru, DeLorean и Dodge. Такие модельки на кассу, на самом деле, пойдут, в принципе, нормуль. И на Авито был приобретен вот такой вот 5-пак Форсаж, достаточно старенький, по хорошей цене, прям по очень хорошей цене. Там 1200, что ли, я считаю, что это очень круто, считаю, цена магазина. Понятное дело, что упаковка такая достаточно помятая. Но ничего, мы вытащим отсюда модели, которые мне нужны. И также, ребят, смотрите, что я приобрел на Озоне. Данная моделька мне обошлась что-то там 580 рублей. Считаю, что это очень дешево, потому что в детском мире такие стоят по 999. Если хочешь узнать, как приобрести премки по очень хорошим ценам в Озон, переходи в телегу, там будет специальный пост расписан. Там все я расскажу, что да как. Также, ребят, те, кто хочет получать информацию о поступлениях в детские миры, ссылочка на Boosty будет в описании и
Для первых 20 человек я сделаю скидку 20%. Информация есть по всей России, так что успей забрать информацию по выгодной цене. Ну а мы переходим к розыгрышу. У нас будет разыгрываться 2 мейна и Супра из спецсерии «Форсаж». Переходим туда. Что, подводим итоги. Напоминаю, что надо было указать свой ник и написать комментарий. 6000 просмотров, отлично. Также набрали 490 лайков. Чуть-чуть до 5-хатки не дошло, но выполнили условия, набрали 400 лайков за 7 дней. И, соответственно, мы разыграем Супру. Ребят, я понимаю, что моделька самая желанная считается, самая дорогая из тех 3, которые здесь представлены. Поэтому как мы сделаем? Будет 3 победителя. Кто первый выбирает из этих 3 моделек, кто второй выбирает, соответственно, те, которые останутся, и третий, естественно, забирает то, что остается. В теории может быть такое, что от Супры откажется первый победитель, и она достанется другому. Но я, конечно, в этом очень сильно сомневаюсь. И давайте начнем с первого. Жмем старт. Оу. Блин, ребят, это фейл. Не, это мой брат, поэтому давайте сделаем переролл. Потому что, я считаю, что это нечестно. Хотя, вот как раз комментарий по теме. Максим Никита Hot Wheels оставил комментарий. Кстати, переходите на его канал. Тоже снимает охоты. К сожалению, комментарий у нас немножко не по формату. Поэтому мы опять делаем переролл. Так, вот у нас победитель. Но name. Так, давайте посмотрим, есть ли он в телеге. Потому что если не указано, что это Инстаграм, мы автоматически считаем, что это телега. Это, кстати, участник VIP-чата. Скорее всего, он выберет Супру, я вот предполагаю. Тут, кстати, даже написано, что подписан, все условия выполнены. Так что заслуженно забирает модельку. Выбираем второго победителя. Огонь! Так, Узер, циферки. Давайте посмотрим, есть ли он. Так, список подписчиков скрыт. У нас, в принципе, условий не было, что надо открывать. Так, в принципе, нашли мы его в Телеграме. Второй победитель тоже есть. Так, и третий, соответственно, нам нужен. Заново нажать старт. Нажимаем заново старт. Все. Всех с наступающим. И тебя с наступающим. Но, к сожалению, условия не выполнены. Так, ищем дальше. Так, что за сайт, где ты смотрел СТХ? Так, условия тоже не выполнены. Сайт, давайте сразу покажу. В Яндексе пишите Hot Wheels STH и находите вот этот вот сайт. Вот ссылочка на экранах у вас. Переходите и смотрите все STH-шки, которые могут вам попасться. Вот, допустим, 24 года вот такие вот STH-шки. У нас уже вот такая находилась, скажем так, в Москве неоднократно. Нам нужен третий победитель, чтобы выполнены были все условия. Слодос, привет! Привет! Кстати, мог забрать модельку, но, увы. Жмем еще раз старт. Так, очень хочу выиграть. Так, ты выиграл. Давайте посмотрим, есть ли он в телеге. Как его вообще найти? Конечно, условия не особо выполнены. Давайте посмотрим, если он есть в чатике, то окей. Закроем на это глаза. Да, он есть в чатике. Нашли его. У него даже ника нету. Ребят, добавляйте в телеге ник, а иначе будут проблемы. Вот первый и последний раз отдаю приз, потому что, со скрипом нужно все-таки указывать ник. Он как бы указал свое имя, но не ник через собачку. Ладно, здесь мы, сошлемся на, скажем так, первую ошибку такую. Вот мы ее подчеркнули. И давайте, ребят, ставьте ник в телеге все и пишите его в комментариях. Третий победитель есть. Супра, соответственно, уходит одному из них. И также 2 модельки. Ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Также напоминаю, что мы делаем розыгрыши, когда мы находим новую коробку. Соответственно, новую коробку в этом видео мы не нашли. Мы нашли только СТХ. Вот, но... к сожалению, розыгрыша в этом видео самом нет, но вы просто можете оставить комментарий, чтобы поддержать меня. И поставить лайк. Если вам понравилось это видео, делитесь им,
будет вообще очень круто, так сказать, рвем тренды, попадаем в топ, развиваем Hot Wheels, вот, так сказать, улетаем в небеса. Всем хорошей охоты, всем хороших закупок, всем удачи, пока-пока.